Всем привет и добро пожаловать на канал. Телерадио вещает ретро-пекарь. Сегодня у нас эксклюзивчик Cyrix CX486 SLC 250. Длинное название и не менее длинная история. Поехали! Получается, это уже третья серия нашего мексиканского сериала про 386 SX. В двух предыдущих эпизодах Дон Хуан купил себе самый дешевый новый компьютер 94 года, а Мария продала драгоценности, чтобы сделать апгрейд. Пробежимся по характеристикам нашей системы. Процессор впаян и никуда не делся. Это по-прежнему AMD AM386SX40. Памяти теперь 16 МБ, видеокарта Cirrus Logic GD5420 с 512 килобайтами видеопамяти. В этот раз я попробовал еще и карточку с мегабайтом быстрой 70 наносекундной памяти, но очень быстро понял, что 5420 Cirrus в любой конфигурации – это оверкилл для данной платформы. Например, перемычка, отвечающая за Zero Weight State видеопамяти, на нашей системе не дала вообще ничего. Хотя, возможно, она просто никуда не заведена. Кстати, про задержки оперативной памяти меня тоже спрашивали, но оперативка здесь настраивается всего двумя пунктами меню. И еще одна задачка на внимательность. Идентификационная строка BIOS здесь вообще от более старого чипсета D90 под 286. Но тем не менее, на странице этой материнки на сайте The Retro Web образ BIOS лежит именно этот. По отрывочным данным с того же сайта, похоже, что D100 — это всего лишь версия старого чипсета, но с поддержкой 386 SX. А D110 мог работать и с поздними чипами от Cyrix CX486 SLC. Хард я уже несколько раз менял, и в процессе подготовки этого видоса буквально жонглировал ретро-хардами. Нет, не в прямом смысле, хотя и такой контент, наверное, нашел бы своего зрителя. BIOS в предыдущей серии получил внешнюю батарею, и, надо сказать, процесс ее подбора многим показался странным. Дело в том, что я подгонял мощность батареи под характеристики самого чипа BIOS. Хотя регистры статической памяти для хранения настроек расположены, конечно же, не здесь. Но разгадка проста. По какой-то причине чип BIOS тоже тянет дежурное питание. Тут меня и заклинило, увы, с кем не бывает. Надо было просто вспомнить, что напряжение питания BIOS к настройкам BIOS отношения не имеет. И приятно, что сразу несколько телерадиослушателей написали мне об этом. Ну а прежде чем перейти непосредственно к тестам, раскрываю главную тайну этой серии. Никакой сложной перепайки центрального процессора здесь не будет. Просто мне в руки попала еще одна доска с индексом TD70. Ее, кстати, не так давно ретроэнтузиасты сумели идентифицировать как ZIDA. Единственное отличие от предыдущей платы – на ней стоит процессор Cyrix, семейства CX486 SLC. Что это за процессор? Во-первых, если в AMD AM386SX отличие от интеловского дизайна надо было высасывать из пальца и долго доказывать в суде, что так можно было, то Cyrix – это реально полноценный homebrew, своя разработка по мотивам. Разработка и доработка, потому что цифра 486 здесь не просто так. В процессор действительно добавлен набор инструкций от 486 SX, а при взгляде на схему из официального даташита сомнений не остается. Это четверка с полноценным, плотно подогнанным конвейером глубиной 5 стадий. Как и в настоящем Intel 486, здесь есть кэш первого уровня. Пусть и смешного объема всего 1 килобайт, но это лучше, чем ничего. Тем более кэша на материнке вполне типично для SX-овой доски тут нет. Ну и главное, если объем унифицированного кэша и вызывает смех, то его интеграция в ядро и детальная проработка вызывает неподдельное уважение. Например, с помощью софта можно выбирать стратегию кэширования, прямого отображения или по умолчанию двухпутный наборно-ассоциативный. При этом 4-байтные линии в этом режиме обновляются по принципу Least Recently Used.
То есть данные, к которым давно не было обращений, будут удалены из кэша и заменены новыми наборами. Сама запись в кэш, конечно, сквозная, write-through. Зато доступ к кэшу в случае попадания организован без остановки конвейера. В общем, килобайт килобайту рознь. И про этот килобайт вы теперь знаете больше, чем про любой другой. Похоже, что он здесь не для красоты. Еще одна фишка, которая роднит этот Cyrix с процессорами 4-го поколения, это, конечно, множитель 2. Частота шины, как вы уже поняли, здесь 25 МГц, а внутренним умножением достигается цифра 50. Не считая штучных экземпляров IBM на 66 МГц, это самый высокочастотный процессор для платформы 386SX. Конечно, в какой-то момент все упрется в 16 мегабайт оперативки, а еще раньше в 16-битную шину, которая досталась процессору, по сути, от 286-го. Это как если бы в начале 2000-х вы купили Pentium 4 под Socket 7. Ну да, шина всего 66, зато у вас Pentium 4. Что еще? Несмотря на предвзятое, в том числе и у меня, отношение к продуктам Cyrix, каких-то серьезных глюков в процессе подготовки материала я так и не встретил. К этому процессору есть достаточно обширный софт под DOS и Windows. Он позволяет включать и отключать отдельные фишки процессора, если что-то идет не так. Но в общем, кроме одного странного случая, ничего из этого мне так и не понадобилось. И забегая практически в конец ролика, на производительность они тоже не влияют. Ну разве что вы отключите кэш. Кстати, это может и сама материнка TD70, причем прямо во время работы, по хоткею. Дополнительно я наконец-то созрел для аппаратного разгона. Стоявший изначально клокер на 25 МГц был заменен на цанги для быстрой замены на любой другой. Добиться стабильной работы удалось на частоте шины в 30 и 33 МГц. Последняя успешная загрузка биоса на частоте процессора почти 74 МГц. Но рекорд этот бессмысленный, потому что кроме биоса здесь уже не загружается вообще ничего. Ну а если вдруг вам не хватает дичи в организме, то как раз на этот случай я спылесосил еще одну материнку на 386-м SX. Это DataExpert Opti 291WB. WB обозначает Write Back. Да, SX с кэшем. Изначально тут стояло 16 килобайт. Причем, судя по единственной фотке в сети, именно в такой комплектации платы и поставлялись. Но в тестах будет 64-килобайтный вариант. Гулять так гулять. Тем более, что с 16 килобайтами и без кэша вообще, эта доска кое-где здорово проигрывает TD70. Вот вам и легендарный, как раз в те времена, Opti против некого Citygate от 286-го. С материнкой DataExpert вообще было весело. Мануала к ней нет ни в каком виде. Методом тыка я сперва нашел перемычку, переключающую частоту с 33 на 40, а затем принялся менять кэш. Здесь было установлено два 20-наносекундных 64-килобитных чипа от UMC с организацией 8K8 и еще один такой же в качестве кэш-тега, то есть каталога кэшированных адресов. Именно с ним мне и пришлось повозиться. Из мануалов похожих плат я выяснил, что 8-килобайтного тега должно хватать и для работы с кэшем в 64К. Но на практике обязательно установка чипа 32К8. Ну и разумеется, весь этот творческий поиск был обильно приправлен попытками вслепую выставить перемычки, управляющие работой кэша. Зато после установки и правильной настройки этих 15-наносекундных чипов плата стала даже стабильнее, позволив мне выкрутить в биосе все возможные тайминги. И настроек памяти здесь немало, несмотря на то, что BIOS на самом деле более старый, чем на TD70. Автоопределения жестких дисков, например, нет, как нет и всеми любимого Typematic, ибо клавиатурник здесь вообще по сути обычный 8042 от оригинальной АТшки. Ну а для софта же чипсет Opti 291 полностью непрозрачен, и само наличие кэша можно увидеть
только по результатам тестов. Из тестов же я узнал, что кэшируются здесь лишь первые 8 мегабайт, что может сыграть с такой сборкой злую шутку при использовании Windows. А еще на этой плате обнаружилась совершенно дикая юзерская доработка – пара конденсаторов в роли подзаряжаемой батареи. Вот уж действительно невероятные приключения. Зато я наконец-то приобрел сопроцессор IIT 3C87SX. Чип, рассчитанный на 33 МГц, без вопросов отыграл тесты и на 40. По производительности на такт он вроде как побыстрее интеловского 387SX, хотя, насколько я знаю, сопроцессоры от Cyrix еще лучше. Но не считая этого досадного промаха, в общем-то получается что-то вроде погони за максимально производительным 386SX. Как бы смешно это ни звучало. Раз уж я засветил Windows 3.1 в серии про 286, то на столь современных процессах, как 386SX и гибридный Cyrix, я решил добавить полноценные виндовые тесты. Причем, чтобы было не скучно, поставил на эту платформу сразу Windows 98. Ну, просто разных ретро-обзоров с 95-й виндой на 386 в интернете уже хватает. И какого-либо вау-эффекта от них я и сам не испытываю, и от вас не ожидаю. Ко всему прочему, тесты под 98-й виндой в перспективе позволят нам сравнить эти системы с гораздо более современными и быстрыми, не прибегая к оговоркам типа «вот здесь у нас порезанная 95-я, а вот там полноценная 98-я». Итак, разминаемся на спид-тест. И как мои телерадиослушатели уже знают, это абсолютно чугунный досовский тест, запускаемый из командной строки. Хотя в нем мы не увидим влияния FPU, зато буст от наличия кэша вполне себе различим. Да и результаты Cyrix на 50 МГц явно выросли нелинейно по отношению к SX40. А значит, этот бенч вполне себе реагирует на продвинутую архитектуру. Вот вам и чугунные попугаи, однако. Доктор Харт в целом того же мнения. Кэш — это хорошо, а 486 еще лучше, даже в такой странной форме. Более того, здесь и чисто процессорный бенч демонстрирует небольшую зависимость от сопроцессора, а FPU-шный тест вообще очень интересный. 386SX40 с кэшем в 64 килобайта быстрее Cyrix на 50 МГц. Удивительно? Да в общем нет. Ведь разница в частоте системной шины здесь не в пользу гибридного чипа. И сам FPU здесь работает всего на 25 МГц против 40. Вот и результат. Трешка с кэшем в итоге сравнялась с четверкой на 60 МГц. Напомнила наш предыдущий тест, не правда ли? В котором 286 на равной частоте нередко унижал трешку. Но самая красивая лесенка получилась в бенче пропускной способности памяти. Против 40 мегагерцовой шины нет приема, а когда в деле еще и 64 килобайта быстрого кэша, то пиковая пропускная способность поднимается до 16-18 мегабайт в секунду на тех же самых 70 наносекундных модулях, что стоят и во всех остальных конфигурациях. Наличие FPU снова добавляет производительности. Да и не должно это удивлять. Задумайтесь лучше вот о чем. Если FPU ускоряет работу с памятью, не означает ли это, что в конечном итоге ускоряет он примерно любой процесс на ПК? Переходим к NSSI. Здесь в чисто процессорном тесте в очередной раз выстреливает трешка с кэшем. Круче только 66 мегагерцовый Cyrix. Очень серьезный результат, причем за вполне скромный ценник. Около $100 стоили тогда 64 килобайта кэша, а изначальные 16 килобайт и вовсе обошлись бы покупателю в районе 30-ки. Но тест FPU здесь получился странным. Откуда взялись такие цифры у процессора Cyrix, я честно не знаю. Да, спасибо, я уже попробовал еще раз, но ничего не поменялось. Если же эти цифры игнорировать, то остается разве что в очередной раз похвалить чипсет Opti. В топ-бенч, ну вы поняли, да? Намного больше меня впечатлила эта доска,
чем какой-то там Cyrix с уникальным ядром и запредельной частотой. Он еще и греется не слабо. Это так уже, к слову. Стоило ли городить этот микроархитектурный огород, зная, что SX40 все равно где-то рядом? По-видимому, все-таки стоило. Потому что если софт знает и любит скалярные архитектуры и сверхбыстрый кэш в ядре, то шансов у тройки никаких. И пусть там между собой разбираются, появилась разница в 5% или нет. Когда ты в 3,5 раза быстрее даже без разгона, стоит ли вообще оглядываться назад? Да в этом тесте даже влияние FPU не наблюдается. Только технологии против технологий. Новые против старых. Люблю интересные результаты. Ну правда, кого порадует обзор, в котором 10-15 тестов подряд остается только повторять? Ну здесь типа все так же, поехали дальше. Нет уж, давайте-ка поподробнее. Чисто процессорный забег в Checkit действительно игнорит наличие FPU. Это честно и это понятно. Но что? Что в очередной раз мешает CX486 хотя бы приближаться к нашему неожиданному победителю? Допустим, программа вообще не использует набор инструкций от 486-го. Ну и что? Конвейер-то работает как и работал. И потом, кэш-память по очевидным признакам эта программа очень даже любит. И что же, 1 килобайт в ядре хуже внешних 15 наносекундных чипов? Еще более странным кажется этот результат, когда смотришь на подтест с плавающей точкой. Ведь должно-то быть все ровно наоборот, потому что сопроцессор, который дает нам эти самые циферки, в паре с чипом от Cyrix как раз таки работает на сниженных частотах. Ладно, спокойствие, дышите глубже, потому что перед нами первые тесты видеовывода. Подходим к ним с осторожным оптимизмом, потому что все-таки прирост относительно голого SX40 есть. И есть он, как я и говорил в начале, даже без замены видеокарты. Столбики прилично подросли и у трешки с кэшем, но, конечно, все внимание на показатели 486 SLC. Так что вдыхаем и выдыхаем. Ждем хороших результатов в играх. В 3D Bench тенденция сохраняется. Значит, типичный софтовый рендеринг начала 90-х очень даже выигрывает и от наличия кэша, и от повышенной частоты, и будем даже надеяться от применения конвейера в микроархитектуре Cyrix. В этот раз я даже не постеснялся прогнать бенч версии 1.0c, который в пакете от Phil's Computer Lab помечен как «только для быстрых компьютеров». Интересно, для каких компьютеров тогда тест PC Player, если самый быстрый Cyrix выдавливает здесь лишь 5 кадров в секунду? Но красивая лесенка, согласитесь, и всегда приятно видеть, что программист не забыл о существовании сопроцессора. Впрочем, похоже, сам тест просто более свежий, и наш 486 неплохо так выпрыгивает вперед. Вообще же, чем новее софт, тем дальше должен уходить гибридный Cyrix, по крайней мере в теории. Ну а PC-плеер с ростом разрешения продолжает симпатизировать 486-му SLC. Абсолютные значения, правда, здесь уже совсем грустные. И если бы это была игра, вряд ли бы вы стали в нее играть даже на 66 МГц. А вот 3D Space не тормозит, хоть FPU здесь и не пригодился. Получается, что это просто очень хорошо оптимизированный, как сейчас бы сказали, игровой движок. Впрочем, мы здесь не для того, чтобы хвалить программистов, а чтобы хвалить железо. Похвалы в этот раз заслуживает все-таки Cyrix. И в меньшей степени тройка с кэшем. Как ни крути, получается, что действительно полную производительность 386-го SX получить можно только если в системе есть кэш-память. Но это все было в DOS, а сейчас, как и обещал, вас приветствует Windows 98. Небольшая пометка на полях. Моя любимая звуковая карточка от ESS под виндой почему-то упорно не хотела работать. Пришлось воткнуть попсовый Creative CT4520. Зачем она вообще здесь? Ну, как обычно, для сравнимых результатов. Кстати, самые любознательные из вас уже задались вопросом, как же эта винда будет работать на 16 мегабайтах?
Тем более выше этой отметки процессор и адресовать ничего не сможет. А значит, виртуальной памяти-то не будет? Будет. Еще как будет. В постраничном доступе любому 386-му, даже SX, доступны теоретически 4 гигабайта виртуальной памяти. У нас, правда, столько нет, но и не понадобится. Итак, Super Pi – 16 тысяч знаков. Это минимальный размер задачи. Но для наших систем без сопроцессора это все равно пытка, занимающая в любом случае больше часа. Когда же в игру вступает сопроцессор от IIT, то видим мы на редкость логичную картину. Шина 25 МГц, ну все, вы проиграли, независимо от процессорной мощи на платформе. 30 уже лучше, 33 еще приятнее, но это в любом случае всего лишь уровень обычного SX40, где сопроцессор, да, работает на 40. Такой же результат и в расчетах до 64 тысяч знаков. А самые внимательные из вас уже заметили, что к забегу я допустил только сборки с сопроцессором. Без него такой расчет мог затянуться часов на 12 по моим прикидкам. А если выбрать миллион знаков, то можно и не уложиться в печально известный 49-дневный предел, после которого 98-я винда просто крашится из-за переполнения 32-битного таймера. А вот и наш старый знакомый CPU-Z Vintage Edition. К сожалению, вынужден признать, что и версия 1.0.3 по-прежнему не радует логичными результатами. И в следующем видосе легендарного теста может просто не оказаться. Как вы понимаете, перепроверял результаты я не единожды, но выяснил только то, что и эти странные цифры могут плавать в любую сторону, абсолютно непредсказуемо. Кошмар обзорщика, после которого возвращаться к такой софтине вообще не хочется. Легендарное имя потрачено. В Winbench 1.0 93 года тоже не обошлось без странностей, но все же в процессорном тесте все более-менее логично. В абсолюте здесь, например, выиграл 486 SLC. Но сейчас, после стольких бенчей, не появилось ли у вас впечатление, что тройка с кэшем выступает просто стабильнее и в целом чаще оправдывает, а то и превосходит ожидания? Как работают тесты памяти, мы с вами вроде бы уже знаем. У кого частота шины выше, тот и выиграл. Но не в этот раз. 386-му на чипсете Opti ни частота, ни даже кэш не помог. И может быть как раз из-за особенностей доступа к памяти в среде Windows 98. Ведь система сперва занимает верхние адреса физической памяти, а все, что выше 8 мегабайт, как я уже выяснил, не кэшируется. Вот и результат. Отыгрывается Opti в тесте видеовывода. И это уже разгром. Даже самая максимальная конфигурация на процессоре Cyrix лишь приближается к такому результату. Остальных на горизонте вообще не видно. Примерно тот же результат и в тесте отображения графического интерфейса Windows. Вот так процессор, который к 1995 году фактически отправился в мусорное ведро, оказался лучшим в работе с современной операционкой. А всего-то надо было добавить немного кэш-памяти. Winbench, кстати, и в версии 96 года отдал предпочтение простому и понятному дизайну оригинального 386-го. Правда, этот софт, как и CPU-Z, расстроил не самыми логичными и не самыми повторяемыми результатами от теста к тесту. 98-й Winbench в этом плане поприятнее, а быстрейшим стал Cyrix в разгоне. В стоке же SLC 250 противопоставить обычной трешке ничего не смог. Ладно, хватит грустноты, переходим к играм. Их 3, все они от ID Software, и все их вы прекрасно знаете. Wolf 3D симпатизирует чипсету Opti и его простецкому внешнему кэшу с прямым отображением. Причем в этом тесте разница заметна на глаз, а несведущий ретро-пекарь наверняка бы спутал такую сборку с приличным 486-м. На этом фоне цифры, которые показал Cyrix, даже комментировать не хочется. Никогда такого не было, и вот опять. Doom и 486 сочетание идеальное. И в целом быстрейшим все равно остался Cyrix в разгоне.
11 кадров в секунду – это уже вполне играбельно по любым меркам. И все же стабильность результатов, которые выдает тройка с внешним кэшем, просто убойная. Блеснуть она смогла и в тесте с высоким качеством. Хотя абсолютные цифры тут, конечно, куда скромнее. И все же это была единственная версия игры на ПК в те годы. Знаменитый Fast Doom, как бы нам не хотелось верить в обратное, вышел лишь в 2020-м. Да, он неплохо оптимизирован, а еще у него есть режим картохи, где картинку в основном рисует наша с вами память о том, как на самом деле выглядит игра. Реальное разрешение в нем растянутое 80/200. Разница в результатах против обычной трешки? Ну, есть. А что, хотите, чтобы я еще раз похвалил Data Expert? Придется. Итак, Quake. Наконец-то круг замкнулся. Мы перешли Рубикон, соединение установлено. Миры столкнулись, не существует больше ни мейджора, ни проекта 2501. Исторические пространства моих видосов соединились в, пожалуй, самом неожиданном месте. Но не попробовать я тоже не мог. Ведь тот самый Quake, в котором я тестировал сборки и ноуты конца 90-х, идет на любом 386-м, если установлен сопроцессор. Ну и как играется в игрушку 96-го на 2-3-летнем бюджетном компе? Да никак. Я, конечно, мог бы сказать, что при наличии кэша трешка показывает результат на 20% выше, но в целом это даже не статистика, а просто факт запуска игры на этом железе. Так во что же играть на этих сборках? Ну, в Doom точно можно. Причем и во второй, если стало скучно. Но сейчас попробуем еще пару тайтлов. Как ни странно, Space Hog на 486-м SLC все-таки идет поплавнее, чем на голой трешке. Но с большим количеством врагов на экране драйв очень быстро улетучивается. А ведь в системных требованиях игры всего-навсего 486 SX33. Transport Tycoon по-прежнему тяжеловат для нашей системы. Нет, играть, конечно, можно, при этом даже с большим количеством транспорта на карте или открытых вторичных окошек FPS в общем-то остается таким же, но скоростью настоящего 486-го тут вообще не пахнет. И опять же, в системных требованиях к игре 486-й. Видимо, любой? А вот в Warcraft можно просто играть. Да, геймплей тут не самый динамичный, да и прибавка в скорости относительно трешки здесь опять-таки не огромная. И все же эта игра подходит 486-му SLC. Если вам, конечно, не надоела тематика фэнтезийных орков и рыцарей. А чем еще заняться? Пройти Chasm the Rift с таким FPS точно не получится. Работает он примерно на уровне Quake. И это немного странно, ведь Chasm всегда позиционировался как менее требовательный проект. Впрочем, собственно, в системных требованиях здесь довольно жирный DX4100. Вообще, как раз во времена зрелого 486-го и началась гонка системных требований. Ведь даже и без моего теста все прекрасно знали, что четверка четверки рознь. Уж не говоря о вышедшем в 93-м году Pentium. Правда, под гонкой я подразумеваю минимизацию требований. Ну, для расширения потенциальной аудитории. А как оно на самом деле будет работать, волновало разработчиков все меньше и меньше. Зато The Incredible Machine порадует. Очень плавный и приятный экспириенс. И физику наконец-то видно. Правда, до этого я запускал игру только на 286-м. Но все равно эта игрушка будет отличным выбором для владельца 486 SLC. А вот и Duke Nukem 3D. Проект, вышедший еще до Quake и требующий весьма скромного DX266. С минимальными настройками графики бегает Duke помедленнее Думгая, но побыстрее героев Chasm и Quake. Конечно, чтобы играть в таком качестве, нужен очень хороший ускоритель фантазии. Но учитывая, что у Дюка свои, скажем так, положительные стороны, вполне возможно, кто-то мог и на такой сборке зарубиться на прохождение. Из виндовых же развлечений выбирать приходится только аркады.
И если Red Poker на Celeron это выбор, скажем так, эстета, то Red Poker на 486-м SLC это выбор от безысходности. И игрушка все равно тормозит. Причем так прилично. Возможно, вот здесь бы помог один из Windows ускорителей, типа Tseng ET4000 или Cirrus 5429. Но на типичной видяхе тех лет удовольствия вы точно не получите. Правда, в пакете Microsoft Puzzle Collection есть варианты совсем уж нетребовательные, типа Finty Flash. Тормозить тут просто нечему. И нет, я не забыл развернуть игру во весь экран, просто это и есть весь игровой экран. Впрочем, если затянет, пару часов точно потратите. Интересный тест получился с моим любимым мод-благ-плеером. На обычном 386SX 16-дорожечный файл проигрывается только в режиме 11 кГц 8 бит стерео. На самом максимальном SLC 2 можно подняться повыше, буквально на одну строчку, до 16 кГц разрешения. И сопроцессор здесь, похоже, ни на что не влияет. Зато здесь не тормозит сапер и другие встроенные в винду игры, да и в целом, чем винда не игрушка. Счастливые владельцы CX486 SLC, если и не кайфовали от экспириенса в 3.11 или 95-й винде, то уж опыт получали бесценный. Как говорится, на годы вперед. Но это уже выводы. Давайте про главное. Пойдя по не самому очевидному пути, специалистам Opti и Data Expert удалось выжать максимум не только из платформы, но и из практически списанного в утиль процессора 386SX. Хорошо, допустим, вам нужно чем-то компенсировать низкую скорость памяти из-за 16-битной шины. Но кэш-то на этой платформе тоже будет 16-битным, и с первого взгляда не особо поменяет картину. Увидеть за этим тупиком какое-то интересное развитие, новый продукт мог только настоящий визионер от индустрии. Результаты такой системы, как вы уже поняли, сегодня затмили переусложненный гибрид от Cyrix. Тот интересен скорее с технической точки зрения. Очень даже интересен. И при этом вполне применим в реальном мире, благодаря своей скромной цене. Но ведь цифры 486 обозначают не только четвертое поколение чисто архитектурно. Покупатель ожидает от такого процессора и соответствующей производительности, иначе зачем он такой нужен? А с производительностью у 486 SLC большие проблемы. Поэтому мессией или хотя бы пророком какого-либо будущего этот процессор не стал. Настоящие 486 от Intel или AMD проникли в компьютеры простых пользователей куда раньше, чем предполагали стратеги Cyrix. Собственно, и сама компания выпустила полноценную четверку вскоре после экспериментов с гибридными архитектурами. Вообще, за этим процессором мне видится буквально вся история Cyrix и VIA до настоящего времени. Да-да, очень и очень поучительная история. 486 SLC, самый первый процессор от Cyrix, обладал интересным набором фич и в какой-то мере действительно превращал вашу трешку в 486. Глюки? Небольшая нестабильность появилась только в работе с сопроцессором, причем почему-то только при шине 25 МГц. В целом я гораздо чаще встречал синьку на Data Expert в изначальной конфигурации с 20 наносекундным кэшем. Но, несмотря на проработанный, полноценный, аккуратный дизайн этого процессора, в абсолюте он далеко не там, где должен быть 50-мегагерцовый чип с полностью иной архитектурой. То есть, если совсем грубо, да, прямо начиная со своего самого первого продукта, Cyrix начали отставать от Intel и AMD. Тот самый случай, когда сделал все, что мог и даже больше, но ничего не получилось. Ярчайший представитель семейства уникальных и печальных. Cyrix CX486 SLC. Четверка, которая четверкой быть не хотела.